Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту зиму 2024-2025 года. Да, дорогие, это зима эмоций. Присаживайтесь поудобнее и будем с вами планировать финальные денечки 2024 и январь и февраль 2025. Конечно же, забежим немножечко на март. Конечно же, немножко же затронем события 2025 года. Куда же без этого, ребят? Но жизнь она такая. У нас события не происходят просто так в один день. Мы до него дорастаем, мы до него доживаем, либо терпим определенные моменты трудностей и не соглашаемся на определенные истории. Но это уже у всех по-разному. Да, ребят, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. У нас осталась финальная неделя 2024. Скоро мы все будем на пороге 25-го. И скажу так, ребят, у нас достаточно эмоциональная неделя осталась, поэтому здесь постарайтесь, скорпионы, всех декад не пылить. Я знаю, скорпион это тот знак зодиака, не только у меня, вообще в принципе во вселенной, но у меня такие разумные, понятливые, активные, пробивные скорпионы. Да, ребят, это подекадный гороскоп, поэтому буду рассказывать для каждой декады из трех. Да, первая декада скорпионов это те, кто родился в октябре, такие бизнесмены, активные живчики, которым нужно идти вперед, зарабатывать деньги, строить отношения, кто не хочет ни от чего отказываться, кто хочет все и сразу, и это нормально, я вам скажу. Поэтому вот сейчас неделя 24-го и в 25-м уже захочется вам гораздо больше, и это нормально. Сейчас еще разбираемся с текущими задачами, да? Скорпионы второй декады, кто родился с 1 по 10 ноября, очень душевный в себе, имеют очень огромную, мощную внутреннюю силу. Скорпионы, которыми поистине управляет вот прям такой мощный глобальный Плутон, внутренняя сила ментальная и физическая. Можете много чего сотворить для этого мира, не только для себя, для мира, для близких, классного, интересного, мощного, полезного. Это трансформаторы, это такие мощные внутренние трансформаторы, которые меняют не просто внешний мир, но внутреннее состояние человека. И я скажу, что порой это даже важнее внешней картинки. Да? И скорпионы третьей декады, кто родился с 11 ноября до знака зодиака Стрельцы. Да, ребята, не говорю, какой это именно день, говорю до знака зодиака Стрельцы, потому что каждый год по-разному эта дата меняется, все зависит от Солнца, движения на небе. И в каждый год, в каждое десятилетие эти дни разные. Вот. Ну и, конечно же, скорпионы третьей декады это уже такие активные, пробивные, больше фонят стрельцами, такие устремлены в развитие, в такое более глобальное, открытое. Это не как скорпионы второй декады, которые внутри. Это уже скорпионы, которые наружу живут, да? Такая у них богатая общественная жизнь. Поэтому здесь, ребят, скажу так, что каждому свое, и события, естественно, в этой зимой эмоциональные у каждого скорпиона будут со своим настроением, и это нужно, ребята, иметь в виду. Ну что, поехали? Да, у нас финальная неделя декабря, к концу недели у нас складывается это 28, 29, 30 число, точная оппозиция Марса, Плутона. Да, ребят, это тот аспект, который двигал нас осенью, двигал на ваш день рождения, дорогие скорпионы. Это момент на самом-то деле очень эмоциональный. Сейчас, пока мы с вами находимся в декабре, первой неделе января, у нас ретроградный Марс в оппозиции с Плутоном будет в знаке зодиака Лев, Водолей, да, Марс во Льве, Плутон уже в Водолее, и ближайшие 20 лет будет идти по Водолею. И здесь скажу, что мы находимся в таком еще
ярком настроении, в ярком движении, в праздном состоянии. А вот с 6-7 января Марс пойдет в ретроградном движении в Рака. И здесь история, что эмоций-то будет больше. То есть мы из праздного состояния опустимся в свое такое внутреннее и будем эмоции и силу для движения черпать оттуда. И скажу я так вам, ребят, финальная неделя декабря, она для всех скорпионов, пожалуй, можно сказать по-разному, очень сильно движутся на эмоциях Марса, Плутона, как раз таки скорпионы первой декады. Хочется сделать как можно больше, как можно активнее, скорректировать свои действия здесь и сейчас. Нормальная тактика. Делайте как можно больше, завершайте свои текущие задачи, потому что январь и февраль будут совершенно на других эмоциях, совершенно с другими планами. Да? Скорпионы второй декады, здесь, конечно же, планомерный Сатурн говорит вам: делайте, делайте, будет хорошо, делайте активно, делайте по чек-листу, продуктивно, и будет тогда хорошо, потому что Сатурн идет по второй декаде Рыб и делает прекрасный, мощный такой трин для продуктивных действий как раз таки скорпионам второй декады. Это мы еще про декабрь, да, говорим. И скорпионы третьей декады здесь, конечно же, еще не перешел северный узел с оси Овна, Весов, Вось, Рыбы, Девы. И значит, скорпионы третьей декады, еще только Нептун вот так вдохновляющими эмоциями заставляет вас двигаться вперед, реализовываться. Конечно же, здесь Уран. Здесь еще ретроградный Уран у нас из третьей декады Тельцов. Вот прям говорит: делай по-новому, делай быстро. И, как правило, планы-то рушатся, да, поэтому здесь скорпионы третьей декады, в декабре еще все идет, можно сказать, по плану, хоть с таким бешеным темпом, ритмом и ускорением. И это нормально на самом деле, ребят, так и должно быть. Не потому что вы люди плохие, у вас так все случается, все в последний момент меняется, планы рушатся. Нет, потому что здесь Уран вот такой четко говорит: нет, надо ускориться, нужно еще стать многозадачным. Почему? Потому что в 2025 будет еще очень много мощных событий. А сейчас, ребят, скорпионы третьей декады, вы, конечно же, находитесь в ретроградном движении Урана до конца января, и 29, 30 почувствуйте января, да, ребят, забегая вперед, конечно же, почувствуйте вот это, как будто что-то перещелкивает, и уже со старым не хочется работать, и вы пойдете на ускорение. А сейчас пока планируйте, что еще декабрь, очень яркое, активное, амбициозное время, и январь уже такое более эмоциональное время, гораздо тише, чем есть сейчас, но все-таки Уран заставляет работать со старыми задачами, проектами, которые были, да, поэтому здесь эту фишку эмоций, время свое рассчитывайте и понимаете, да. В декабре поступаем вот так, планы меняются, рушатся, но нужно просто их конвертировать в свои действия для того, чтобы, они шли вперед. И да, ребят, у нас заканчивает уходящий год новолуние. 31 декабря у нас начинается новый лунный цикл, который зарядит нас до 29 января. Да, и мы будем действовать планомерно, активно, бодро, каждый по-разному, ребят, но в новом лунном цикле у нас, конечно же, новолуние у нас будет в Козероге 31 декабря, для многих это подведение итогов, для кого-то это новый план на реализацию в будущем. Скажу вам так, ребят, скорпионы первой декады вы максимально почувствуете это новолуние, вам захочется действовать, двигаться вперед, и это хорошо, это классно, да. Плутон, потому что делает классную такую амбициозную квадратуру к вам, скорпиончики первой декады. Двигайтесь вперед, составляйте себе план максимум и понимайте, сколько вам нужно высвободить для этого сил, да, на ближайший месяц вперед.
и на год тоже. Конечно же, очень сильно ярко эмоционально год начнется у нас в весеннее, скажу вам, равноденствие, да, когда у нас 21 марта в коридор затмений, в ретроградном Меркурии, в ретроградной Венере начнут события складываться совершенно по-другому, но вот полноценно начнет действовать у нас тогда, а сейчас нужно разобраться в своих эмоциях. Почему мы зависаем, останавливаемся, почему мы не идем вперед. Конечно, было бы классно, если бы сейчас вы начали действовать вперед активно, мощно и ярко. Да? Марс, Плутон, во всяком случае, Скорпионы первой декады вам сильно в этом помогают. В прямом смысле сильно. Скорпионы второй декады здесь вам очень сильно помогает Сатурн своей планомерностью. Действуйте, идите вперед, и новый лунный цикл будет вас как раз-таки продуктивно располагать к действию. Да? Хоть и, конечно же, будет здесь эмоциональная составляющая, когда кармические узлы будут в середине цикла менять знак, но это нормально. Уже Скорпионы второй декады, хоть и жизнь заставляет планомерно действовать, да, чувствуют вот это на самом-то деле изменение на небе. Интуиция подсказывает, что что-то грядет, что-то такое мощное и глобальное. Да, ребят, Скорпионы второй декады — это кармические узлы. 12 января у нас меняют знаки, то есть ось сдвигается. И Скорпионы третьей декады, ребят, конечно же, здесь понимаете, что у вас все так же движемся вперед, но уже с новыми эмоциями. Да? У нас гораздо, как раз таки, в январе мы уже проснемся с таким другим настроением, еще немножко праздным. Вот это праздничное настроение всех покинет 6 января, когда у нас как раз таки поменяет знак ретроградный Марс, он со Льва уйдет в Рака, и здесь историю очень сильно вот эту эмоциональную, но с пометкой плюс почувствуют как раз таки Скорпионы третьей декады. Поэтому здесь, конечно же, планомерность и движение оси Марса, Плутон будет вам все-таки помогать. Скорпионы третьей декады, поэтому новый лунный цикл январский будет для вас все-таки продуктивный. Составляйте себе план, именно план действий. И если что-то будет идти не так, составляйте всегда себе запасной выход, да? План Б, чтобы не было печально и грустно, когда Уран вносит свои коррективы, потому что весь январь еще придется разбираться со старыми прошлыми задачами. Поэтому здесь, ребят, завершаем свой год качественно, начинаем Новый год, новый ежедневник, планируем свое время, потому что все-таки скажу, что февраль будет уже совершенно, февраль и март для Скорпионов третьей декады будет совершенно планомерным, совершенно с другой эмоцией и настроением. И здесь все-таки Сатурн будет помогать заземлять вот эту быструю, дерзкую энергию Урана. Да? Идем дальше, ребят. И вот у нас январь, конечно же, поменял знак ретроградный Марс. Вот 6 января он в Раке. Прекрасное время для Скорпионов третьей декады, уже говорила. Хорошее по-прежнему время для Скорпионов второй декады. Скорпионы первой декады чувствуют еще некое эмоциональное напряжение. Но если понять и разобраться, ребята, в своих эмоциях, почему вы эмоционируете, хотите вспылить, поругаться с близкими, то тогда станет понятно. Честно отвечайте себе на вопрос, где вы не доработали, почему хочется сорваться на близких. Такая тонкая нотка внутреннего воспитания. Я понимаю, что Скорпионам объяснять мне долго не надо, вы и так все без меня вот это понимаете. Поэтому, ребята, идем вперед. 12 января у нас кармические узлы меняют знак. 14 января у нас следом полнолуние. Полнолуние в Раке. Можно сказать, что это такое, знаете, спокойное полнолуние, и Скорпионам будет хорошо расслаблено в этот день. Ага, конечно же, у нас в этот момент Луна в соединении с Марсом. Эмоционально будете ощущать это полнолуние, но начнете его все раньше ощущать, ребят. И Скорпионы первой, и второй, и третьей декады. Да, ребят, 12 января у нас кармические узлы меняют знак. Естественно, в этот прекрасный и чудесный эмоциональный день
у нас на небе большой квадрат, здесь еще и Луна, и Меркурий, поэтому нам на ближайшие 1,5 года нужна будет максимальная коммуникация, максимальная подвижность ума, умение договориться, умение не просто даже с другими людьми договориться, умение с собой договориться. То есть сначала у нас будет внутренняя составляющая, когда мы не согласны, да, а потом у нас будет составляющая того, что нам нужно с другими людьми качественно коммуницировать для того, чтобы изменить, я бы так сказала, ход событий и историй. Потому что Скорпион, особенно первые декады, ребят, когда Плутон оказывает квадратуру к вашему Солнцу в транзитных картах, это аспект того, что нужно научиться влиять на события в своей жизни силой мыслей, силой действий. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Это когда мы чего-то хотим, но у нас не получается. Но мы понимаем, что мы все для этого сделали, и нас отделяют только эмоции от того, чтобы продвинуться вперед. И скажу, что для скорпионов первой декады вот на ближайшие несколько лет нужно вот эту историю, вот этот момент в себе отработать. Когда понимать, что эмоции захлестывают настолько, что нужно становиться сильнее и просто притягивать к себе эти события. И я не говорю ни про какие там магические манипуляции. Нет, ребят, давайте будем жить честно, красиво, без магических манипуляций. Здесь просто эмоциональный интеллект подтягиваем и понимаем, что это просто здравый смысл, нам нужно идти вперед, и мы понимаем, что нам для того, чтобы совершить определенный цикл действий, нужно сначала в голове у себя его устаканить и идти вперед. И это такая очень важная история для скорпионов первой декады, ребят. Идем с этой историей вперед, и когда в голове порядок, тогда и в бизнесе, и в работе, и с близкими тоже порядок. А пока вот такая каша, да, мы сами создаем себе вот эту истерику. Не создаем себе истерику, плавно, красиво идем вперед, тогда все будет хорошо, как надо, как хочется. Да? Ну вот на такой эмоции у нас как раз-таки будет смена кармических узлов. Это я про скорпионов первой декады рассказала. Скорпионы второй декады. У вас здесь любовь, у вас здесь отношения, потому что на момент смены кармических узлов Венера находится в рыбах, подтягивается к Сатурну. И здесь вы будете четко понимать, в тех ли вы отношениях или не в тех. Если же вам хочется больше эмоционировать, больше такой любви не настоящей, подумайте. Вот такой эмоциональной любви, если захочется, как в кино, как в сказке, как на эмоциях, подумайте, правда ли это то, что вы хотите, или вы хотите стабильных, четких эмоций, отношений в долгую, отношений понятных, отношений, когда вы можете человеку довериться, когда вы с человеком можете, в разведку пойти, что ли, да, когда можете доверить свое самое сокровенное. И вот здесь я скажу, что кто друг, а кто нет, для скорпионов второй декады, вот смена кармических узлов, и на ближайшие 1,5 года вот такая эмоция, такие настроения будут. И классный момент разборов внутренних полетов, я бы это так сказала, потому что все-таки эмоциональная зима, и нужно в себе разобраться, а не предъявлять претензии вторым половинкам. И особенно если вы поняли, каких отношений вам хочется, и вы понимаете, что у вас отношения не такие, не надо идти сейчас ко второй половинке и сказать: так, ты мне это не купил, ты мне это не сделал, я вот так вот хочу, у меня этого нет. В себе ищем вот эти моменты внутренней грани и уже потом раскрываем это в себе, и тогда партнер видит, чего же на самом деле хочется. И у нас это получается, и у нас это есть. Это для скорпионов второй декады. Скорпионы третьей декады. Ребят, понимаем, что все те ситуации, которые идут вне плана, которые заставляют нас менять полностью свой день, сознание и жизнь, они не просто так. Когда проходит Уран, это всегда настроение того, что мы засиделись, мы живем по-старому. Мы все-таки идем вперед в будущее, когда у нас мир ускоряется. И здесь скорпионы третьей декады нужно понимать, что нужно ускоряться. И кармические узлы, которые меняют ось, знак, да, они будут как раз таки давать кармические задачи.
все, что случается с вами в этот момент и на ближайшие 1,5 года, скорпионы третьей декады, это все вам по карме положено. И все эти моменты, даже все несостыковки, которые будут случаться, случайно появились те люди, отменилось мероприятие, но появилось что-то другое взамен этого, это не просто так, это для того, чтобы наработать вашу силу. И я скажу, что это такая классная, мощная история. Ребята, пользуйтесь этим моментом, понимайте, ловите свою волну, и такая эмоция будет у вас вот 12 января на смене кармических осей, кармических узлов своих знаков. И да, ребят, конечно же, все скорпионы будут чувствовать это изменение за 2 недели до и 2 недели после. Если вы ощутили этот момент еще и в полнолуние, вот прям до вас прям дошло, это 14 января, да, то тогда следующие 2 недели уже уходящего лунного цикла будут, я скажу, у вас будет вариации, да, то есть для вас это будут 2 недели утопания в эмоциях, в иллюзиях, либо же это будут 2 недели возможностей, планомерных действий, когда мы будем раскачивать свои такие мощные пробивные мужские качества, да, и это такая история очень мощная, да, и я все-таки вам скажу, что да, смена кармических узлов своих знаков будет очень сильно затрагивать скорпионов. Ребят, без этого никак. Вот такой вы знак зодиака, вот такие вы классные, вы интуиты, чувствуете. Еще событие не наступило, вы уже чувствуете, что оно грядет. И здесь, конечно же, да, здесь мысли о глобальном, здесь и про любовь, и здесь финансы, оно такое, финансы же они придут, когда вы идете туда, куда вы идете в своей жизни, в своей реализации. Тогда и финансы скорпионов всегда однозначно догоняют и говорят: возьми, возьми больше, ты классный, ты молодец, ты заслужил. Держи ту самую вторую половинку, потому что только с ней тебе будет хорошо. И да, ребят, вот такой он будет январь, и эти эмоции продлятся до конца лунного цикла. 29 января у нас новолуние, и новолуние у нас в Водолее. Скажу, что мощное новолуние, которое очень сильно, конечно же, прочувствуют скорпионы, конечно же, первой декады. Ну да, ребят, скорпионы первой декады. Здесь такая классная эмоция для вас. Стройте план на будущее, развивайтесь, не сидите на месте, вам это очень нужно. Здесь история связана не просто с бизнесом, да, здесь скорее с реализацией. Чем максимально ярко себя начнете реализовывать, тем максимально быстро и финансы придут. Да? То есть вот такая история. У скорпионов все вообще бывает очень быстро, но оно все из эмоций. И для вас, ребят, вот это новолуние будет уже отсвечивать другие эмоции. Да? Стройте план вперед. 29 января у нас начинается новый лунный цикл, новолуние в Водолее. И 31 января заканчивает ретроградное движение Уран. Да, последняя неделя января будет мощная, нацеленная на будущее. Завершаем старые рабочие проекты скорпионов всех декад, говорю, особенно первой и третьей. Скорпионы второй декады, у вас заканчивается вот это планомерное движение с Сатурном, поэтому уже, я бы так сказала, необходимо уже идти будет на свои мотивации. Здесь, конечно же, я не скажу, что будет как-то очень сложно, напряженно, нет, события на небе все равно будут вас подтягивать к тому, чтобы вы делали, реализовывали, но все-таки еще остается вот это вот пост-эффект от Сатурна, потому что у Сатурна эффект, он всегда такой, вот если Юпитер, планета, которая приходит аспект, и мы до прихода этого аспекта начинаем активно работать, двигаться, да, то есть вот уже в конце января все будут чувствовать, классно разворачивается Юпитер, он развернется 4 февраля, закончится его ретроградное движение, и мы все чувствуем до того, что вот все классно, нужно уже смениться обстановка, и мы идем вперед, да, развиваемся. Эффект у Сатурна такой, что аспект уже закончился, но сила его и настроение еще продолжается, поэтому еще в феврале держите
держите вот это настроение продуктивности, оно не будет таким мощным и активным. Скорпионы второй декады, и здесь, конечно же, понимайте эту историю, у вас остается немножечко времени, чтобы работать с продуктивностью, если вы любите, потому что это очень гармоничный аспект Сатурна, когда у нас получается сделать все то, что раньше руки не брались, вся противная работа, которую мы не очень-то любим, которая вот лучше бы вот задвинуть куда-то туда подальше, да, поэтому здесь давайте держите свою продуктивность за хвост, я бы так сказала, скорпионы второй декады. Ну и скорпионы третьей декады, ну что, ребят, к вам подтягивается Сатурн, и уже новый лунный цикл вы будете чувствовать как раз таки с продуктивным планомерным действием Сатурна. Это хорошо, это очень хорошо. И идем дальше, ребят. У нас 4 февраля заканчивает ретроградное движение Юпитер. Юпитер — это хорошо, он разворачивается. Мы идем вперед, в будущее. И скажу, что пока эмоции не сильно такие оптимистичные, да, пока мы просто идем, разворачиваемся вперед, все проекты, которые были на паузе, связаны с развитием, с пиаром, с рекламой, мы включаем и начинаем с ними работать, да. Запускается Юпитер в натальной карте у каждого, и мы начинаем это делать, реализовывать, да. Но 10 июня 2025 года у нас Юпитер перейдет в знак зодиака Рака, и все скорпионы скажут: вот так вот он будет идти по Раку очень сильно и быстро. Очень сильно и быстро. И здесь, конечно же, момент. Кому-то захочется работы, социального статуса, карьеры, финансов, особого социального положения в обществе. Социальное положение, изменение уровня своего положения в обществе может быть также связан с семейной сферой, с выходом замуж, замужеством, женитьбой, с планированием ребеночка. Говорю ранее, потому что ребеночка мы все планируем заранее. Это такой момент, к которому нужно быть готовым. Поэтому все те, кто, скорпиончики, планировал обзавестись семейным счастьем, в том числе тоже, да, здесь и недвижимость в том числе, ребят, и аспекты Сатурна очень даже хорошие для скорпионов второй, третьей декады сейчас очень даже классные. Поэтому здесь, ребят, понимаете, что давно бы пора и стоит к этому идти, и все события будут складываться очень даже хорошо. И для скорпионов третьей декады под все еще и весна 2025 года. Поэтому здесь, ребят, забегая вперед, планируйте свое время для того, чтобы оно было очень продуктивным. Ну и да, идем вперед, ребят. Вы часто меня спрашиваете, когда стоит тратить, когда стоит вкладываться, отношения, любовь, покупки. 2, 3 и 4 неделя февраля, ребят. Да, у нас немножко смажет это мероприятие полнолуние 12 февраля во Льве, когда нам захочется сказать: все, я устал, я ухожу, надоело, особенно пылить начнут скорпионы третьей декады. И, ребята, не пылите. Ну, бывает в жизни огорчение, мы переживаем, мы злимся. Так бывает, кто не переживает, кто не злится. Эмоции буквально на один денечек. Постарайтесь, скорпионы, скажу вам так, третьей декады, меньше вкладывать эмоциональных своих каких-то переживаний в покупки, в траты, тогда все будет хорошо. Скорпионы первой и второй декады тратьте. Хочется — тратьте на какие-то вещи полезные, нужные для смены образа, имиджа, для того, чтобы классно проявиться. Очень даже хорошо. Почему нет? 2, 3 и 4 неделя февраля для скорпионов первой и второй декады. Для скорпионов третьей декады только 2 и 3 неделя февраля. Только 3 и 4 неделя февраля, извиняюсь. 2 неделя. Если вы не зависнете, если вы не будете сильно пылить в полнолуние, тогда и во 2 неделю февраля скорпионы третьей декады тоже тратьте. Любовные отношения, во всяком случае, у вас будут не совсем стабильны, поэтому здесь понимаете, что нужна коммуникация, нужно планомерно, я бы так сказала, в голове у себя устаканивать вопросы, связанные с любовными отношениями. Да, ребята, у нас после этого события в конце февраля заканчивает свое ретроградное движение Марс, ваш второй управитель. 24 февраля Марс в Раке заканчивает свое ретроградное движение, поэтому здесь эмоции в личной жизни будут нестабильны, потому что же как, у скорпиончиков-то у нас мы пылим очень мощно, мы вот силы, эмоции кипят, и потом мы их выдаем, да. Не надо со вторыми половинками вот так делать. Понимаете, что они в какой-то момент имеют очень
большую силу и мотивацию с нами жили, да, с такими яркими, красивыми, интересными, да, с такими мощными и неоднозначными. Да. Кстати, кто не смотрел часовое видео описание знака зодиака Скорпион, в конце видео, ребята, прикреплю, посмотрите. Многие пишут и говорят, что все сходится. Я постаралась максимально честно и открыто, насколько позволяет мой уровень работы со скорпионами, вот так характеризовать вас. И это, скажу вам, всегда помогает разобраться в себе. Разбирайтесь в себе, вот такой будет февраль. Разбирайтесь в своих эмоциях, потому что заканчивает ретроградное движение Марс, и эмоции здесь будут уже такие, нужно нацелиться на продуктивность, на активность, на нужное действие для того, чтобы все в жизни стало получаться. Ну и, ребят, скажу так, финальный день зимы, 28 февраля, новолуние в Рыбах. Почти половина зодиака на небе, половина планет находится в Рыбах. Очень эмоциональный день, очень эмоциональный будет лунный цикл, потому что в этом лунном цикле у нас и ретроградная Венера, ретроградный Меркурий, коридор затмений. И в конце этого цикла у нас Нептун поменяет знак, и из Рыб выйдет Овна. Поэтому да, 28 февраля скажу, что у нас поистине начинается эмоциональный месяц. Я бы так сказала, март будет еще продолжением эмоциональной зимы. Это я для всех скорпионов говорю, поэтому здесь, ребята, важно к этому дню разобраться в своих силах, внутренних душевных состояниях для того, чтобы не пылить. И тогда все будет хорошо. Да, ребят, вот такая у нас будет зима эмоций. Это то, что нужно разобраться в своей жизни. Но разобраться нужно прежде всего в себе. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. И я желаю вам потрясающей зимы. Она будет для вас очень продуктивна, если вы будете честны в своих осознаниях. Спасибо вам, что были здесь. Оставляйте вопросы в комментариях. Я на январский постараюсь на все на них ответить. Ребят, ну увидимся в следующем ролике. Пока-пока.